Так, теперь меня лучше слышно, да? Да, слышно, а тебе меня? Да, да, теперь я тебя тоже слышу. У меня почему-то микрофон этот был настроен на 85%. Компьютер, когда я сижу, у меня есть возможность ставить задний фон. С телефона не могу задний фон ставить, но хороший микрофон и хорошее видео. То одного не хватает, то другого. А задний фон это для чего? Денис, ты для меня первый незрячий программист, которого я в своей жизни встретил. Каково быть незрячим программистом и разработчиком? Я воспринимаю вообще код как текст. Когда я использую компьютер, он озвучивает при помощи программы экранного доступа специальной, называется NVDA, озвучивает то, что я делаю, а также текстовое содержимое. Вот. И когда я открываю файл, я вижу функции, переменные и прочее, ну и классы файла. И, собственно, правлю их. И воспринимаю это как функционал, как текст, а не как какие-то там, не знаю, как некоторые воспринимают там алгоритмически, как-то математически и так далее, может. Вот. У меня это как творчество, как написание рассказов и стихотворений. Знаешь ли ты еще других незрячих программистов или ты никогда не встречал таких же людей, как ты? Вот. Других незрячих программистов я встречал в Телеграме, в других социальных сетях. Даже с одним общался, создателем бота по распознаванию текста на изображениях. А недавно он сделал еще и распознавание описания, ну, то есть описание делает для изображений. То есть очень круто, что позволило сделать возможным чтение большинства фотографий, большинства изображений в тех же чатах, там, в социальных сетях, на страницах и так далее. Вообще общепринято, что программирование это такое техническое. То есть для тебя программирование это язык, и ты, получается, больше лингвист, чем технарь. Ну, лингвист я так себе, но, допустим, писать какие-то фантастику или там стихотворения, когда ты писал, это да. Ну, я просто был в этом опыт, и его переложил на программирование. Но это, кстати говоря, и помогает, потому что я, когда начинаю делать программу, я воспринимаю это в виде функционала какого-то, да. Ну, можно сказать алгоритмы, да, но я их воспринимаю как текст. Ну, например, последнее дело, да, поисковик по данным IP, в IPFS и в других протоколах, добавляемых в блокчейн-виз. Когда я принял эту идею, я подумал, ага, надо сделать получение данных из блокчейна, обработку, ну и так далее. И после этого начал делать соответствующие функции. Ну, вот так вот. Наверное, тебе, как никому, понятно такое выражение, как «красиво писать код». Можешь ли ты сказать о своем восприятии красоты кода? Ну, да, в принципе, я очень малое время писал код по-дурацки, то есть, допустим, var a равно что-то там. Очень быстро от этого отошел, потому что понял, что это очень неудобно, да и с точки зрения восприятия, да, как текста, это не очень понятно. Но, допустим, если говорить про отступы, я до сих пор их иногда не соблюдаю, иногда они там перепутываются и так далее, потому что я их не вижу. Озвучки пробелов или там табов нету, я ее не делал, потому что отвлекает от работы. Ну и, соответственно, получается иногда, что там в какой-то строке пробел удален, в какой-то там несколько пробелов, в каком-то меньше и так далее. Из-за этого мне говорили, что визуально это все смотрится не очень. Ну, как есть. Зачастую даже самое ужасное по своей структуре можно так красиво завернуть в упаковку, что люди будут на это вестись. Ты, грубо говоря, освобожден от визуального восприятия этого мира. Каково это понимать структуру и не вестись на упаковку? Но это очень помогает. Допустим, я когда знакомлюсь с людьми, я смотрю на их характеры прежде всего, да, как они там общаются, какие интересы и так далее. В принципе, я таки свою любимую ищу по, так сказать, схожести принципов, характерах и так далее. Вот. Это очень помогает, как я уже сказал. Ну, допустим, если брать программирование, да, то я понял, что, допустим, делать те же сайты с нуля, да, я не могу, потому что это довольно сложно, так как там есть визуальная часть. Поэтому использую только шаблон, если мне приходится делать сайты. Вот. Также там есть с другими приложениями, видами приложений. Но больше всего я люблю бэкэнд приложения, ну, соответственно, которые работают на сервере. Но я отошел от темы. В людях характеры воспринимаю, программное обеспечение, какой-то функционал, а не там интерфейс, да. Интерфейс, конечно, тоже важен, но в плане текстового содержимого. В 2011 году браузер Opera был еще со старым интерфейсом. Открываешь его, и он говорит, Opera, все, больше ничего. Вот. Потом, правда, это все стало гораздо лучше, но
Суть в том, что это тоже отчасти важно. Сколько тебе лет, как давно ты начал заниматься программированием? У нас сначала был веб 1.0, который был как раз такой текстовой. Сколько повлиял на тебя веб 2.0? И вот что ты думаешь по поводу перехода на веб 3.0? Ну, я веб 1.0 фактически вообще не застал. Это был 2011 год, 2010. Когда у меня появился компьютер, это было 14 лет, мне сейчас 23. А в ноябре 17 числа будет уже 24. Вот, познакомился с компьютером. Вначале, как и все, читал разные сайты, ставил программы, кучу программ всяких, общался в социальных сетях. Но мне скоро это наскучило, и я начал искать, чем бы заняться. Ну, сначала начинал там, с копирайтинга и прочего, а в 2011 году начал делать сайты на HTML. Ну, соответственно, без какой-либо графики, без визуальной части. Потом познакомился с CMS, потом с программированием, и так пошло-поехало. А поскольку я не знал Web 1.0, ну, правда, я там с терминалами Windows, Linux работал, да, соответственно, ну, немножко представляю, как это все было, и считаю, что было довольно-таки хорошо. В принципе, большинство сайтов, на которых я нахожусь, они доступны. Бывают, правда, сложности, там некоторые элементы озвучиваются просто как кнопка там или графика или что-то еще, да, но это не составляет проблемы. Просто методом тыка изучаешь. Вот. А по поводу Web 3.0, ну, мне это нравится, технология децентрализации, открытости. Я сам большую часть своих проектов сделал с открытым исходным кодом, потому что считаю это правильно. Ну, конечно, есть коммерческие проекты, которые ты мне под заказ делал, да, но свои проекты всегда open source. Плюс с 2017 года я работаю с блокчейнами, делаю для блокчейнов различные проекты. Вначале это был Golos, потом Steam Hive Viz, сейчас еще добавился Cyber Minter. В будущем, наверное, еще и Космос хабом займусь. Сделал сайт depois.space, где есть возможность подключиться к разным блокчейнам и просматривать их данные. Ну и, соответственно, есть авторизация, кошелек и прочее. Я считаю этот проект наиболее, так сказать, важной частью, важным достижением для себя, да, потому что в этот сайт можно добавить абсолютно любой блокчейн и абсолютно любое приложение для этого блокчейна создать. Ну, допустим, тоже экспорт, там, кошелек и так далее. Структура папок достаточно простая, но я об этом писал. Как раз блокчейн – это же база данных, распределенный реестр. И многие люди зачастую не могут себе представить это. Как ты, как незрячий человек, видишь блокчейн? Достаточно просто. Я прочитал о нем информацию, да, что это цепочка блоков, которая неизменяемая, которая состоит из хэшей. И я, собственно, как-то легко достаточно это все воспринял сразу. А в целом, когда я людям рассказывал другим, да, что такое блокчейн, это стена или угол стены, да, край из кирпичей. Кирпичи друг на друге стоят, только в отличие от обычных кирпичей, каждый последующий содержит информацию о предыдущем. Многие люди считают, что программирование – это прямо очень сложно, что они никогда не поймут, что такое программирование, и что это вообще не каждому дано. Как ты пришел к программированию, к разработке? Ты считаешь, что каждый может быть, грубо говоря, программистом? Или все-таки для этого действительно нужно иметь какой-то там определенный склад ума? В принципе, я считаю, что освоить программирование может каждый. И более того, вполне возможно, что это даже и нужно. Потому что в будущем у каждого будет свои там роботизированная система и так далее. И они будут программируемы. Соответственно, в каждой семье должен быть программист. Вот. Это что касаемо легкости, да. Я считаю, что стоит воспринимать программирование как текст, да, то есть не что это там математика и т.д. и т.п., а что это, ну, собственно, или алгоритмы, или текст. Ну, по сути, алгоритмы это тот же текст. Воспринимайте это как чек-листы, да, с списками, ну и будет легче. А все языки программирования, все их функции и так далее, они названы на английском, соответственно, это можно достаточно легко понять, воспринять, запомнить и освоить. Даже если вы английский знаете на 4 или на 3, как я. Что касаемо языка, лучше выбрать JavaScript. Ну, это самый популярный, он используется в браузерах, и недавно и стал на серверах использоваться. Точнее, не очень-то и недавно, да, но начал. Ну, как я уже говорил, что занимался сначала всякой ерундой, как и большинство людей. Потом мне это надоело, потом начал искать заработок, начал потихоньку зарабатывать, понял, что все эти сайты, это что-то создается, да, начал изучать, как это создается, потом создал несколько сайтов даже под заказ там на CMS, а потом в 2017 году познакомился с блокчейнами, понял, что без программирования
мало интересно пользоваться ими на уровне простого пользователя. Начал изучать сначала там, PHP более углубленно, потом Node.js, ну и, собственно, так и начал программировать. Насколько интернет поменял твою жизнь и насколько с твоей точки зрения интернет может поменять жизнь других людей? Ну, сначала скажу про то, что насколько на меня повлиял, да, интернет. Он повлиял на меня очень сильно. Потому что если раньше я только там, играл в игрушки, сидел около магнитофона, слушал музыку, радио перелистывал, выучил все радиостанции, но, собственно, больше и ничего. Когда появился компьютер, я его начал активно изучать, там, что-то новое открывать для себя, а потом сайты, потом программирование, блокчейны, и так вот идет до сих пор. Думаю, что и на других людей интернет может повлиять очень сильно, да, но, как я уже сказал, если брать детей, да, то не стоит 1,5 года, как вот я знаю некоторых людей, с 1,5 года ребенку, и он уже сидит там в смартфоне, в телефоне, и что-то там серфит, смотрит, играет. Это, конечно, здорово, что так быстро научился, да, но от этого теряется детство. Но об этом я уже говорил. Что же касается людей с ограниченными возможностями, да, интернет — это дверь в знания, да, но, опять же, эти знания надо подавать. Соответственно, необходима какая-то стартовая страница, да, где можно будет собрать, собственно, ознакомиться со всей информации, да, и выбрать ее. Ну, то есть я имею в виду основная какая-то информация, там разбитая по категориям и так далее. В какой-то момент я начал понимать, что комьюнити – это в некотором роде какая-то моя такая цифровая семья. Хотелось бы узнать о твоем ощущении такой цифровой семьи. И ничто не может заменить. Цифровое общение, да, дает те же эмоции. Я согласен, но все же они немножко иные. Да, можем там повеселиться, если какие-то шутки, там пообщаться, да, но, не знаю, все же общение в реальности иной имеет формат. Но если безвыходное положение, то цифровой мир, конечно, спасает. Цифровой мир дает нам прекрасную возможность забанить человека, там, закрыть, перестать общаться. И получается, что в цифровом мире мы не вынуждены общаться с теми, кто нам не нравится. И мы можем создать себе только тот круг, который нам нравится. Но я тебя дополню. В оффлайне это тоже возможно. Все зависит от конкретного человека, от его воли. Да? Другое дело, что нынешняя система экономическая, цивилизационная устроена так, что делает человека зависимым. Та же наемная работа. Вообще идеальный мир должен быть таким, что человек выбирал свою сферу деятельности, которая ему нравится, да, и мог с ее помощью, там, реализовываясь, зарабатывать. И ему те же, допустим, родители навязывали путь. Я просто осознаю, что нынешнее человечество очень несовершенно, да. Есть те же там передача детям желаний родителей, есть воздействие какое-то социума не очень хорошее, есть необходимость наемной деятельности, хотя цифровой мир дает возможность, допустим, фриланса, да, но в то же время понимаю, что путь может измениться, да, и, соответственно, офлайн мир улучшится, но пока да, цифровой мир лучше в этом плане. Но если у человека, у каждого будет больше свободы в офлайне, то, соответственно, и проблемы выбора круга взаимодействия тоже исчезнут. Чем больше я живу, тем я больше понимаю, что мне интернет становится куда интереснее, чем материальный мир. Сейчас люди все больше и больше общаются в интернете, и интернет стал такой очень большой и важной частью нашей жизни. И более того, получается, что в материальном мире нам надо только там сходить в магазин, чтобы приобрести еду, которую вот еще невозможно оцифровать. Для меня интернет вообще незаменимая штука, потому что здесь есть все. И информация, и развлечения, и общение, да, и возможность получения дохода, да, и какое-то развитие. Но в то же время я понимаю, что офлайн очень важен, потому что ничто не может заменить живые встречи, объятия, да, там, здорование за руку и так далее. Ничто не заменит праздники в офлайне, веселье, танцы и так далее. Да, понятно, что в офлайне уже, собственно, в плане простой жизни, да, ничего особо не имеет ценности. Но вот близость между людьми, взаимодействие, дружба, вот это вот все очень важно. Я большую часть своей жизни в интернете сижу, ну и понимаю, что немножко мне не хватило вот этого вот офлайна. Поэтому я думаю, что когда у меня дети свои появятся, они будут знакомиться с технологиями только с 14 лет. Ну, потому что детство терять нельзя. Тогда вопрос о будущем вообще. И сейчас как раз такой рост технологий. Илон Маск представил имплант, который может посылать звук прямо
в наш мозг. Есть разработки, когда видеокамеры или звуковые датчики подсоединяют к зрительной коре головного мозга, и незрячие люди начинают получать визуальный сигнал. Если говорить про чипы вообще, да, я считаю, это излишество. Ну, и я имею в виду для там зрячих, чтобы там, не знаю, в виртуальной реальности сидеть в интернете и так далее. Вот. Что же касается для там того же зрения, там, слуха или чего-то еще, да, это вполне возможно и, думаю, можно. Ну, потому что людям это нужно. Вот, допустим, я немножко вижу, да, окружающие там крупные предметы, некоторые цвета различаю, ну, кардинально я имею в виду, там, темное, светлое, да. И я понимаю, что если вообще не видишь, а у меня были такие одноклассники и так далее, понимаю, что, ну, это вообще жестко. Вот. И, допустим, если про себя говорить, да, то я знаю, что даже если я обрету зрение, то со мной останется восприятие того, что визуальная часть не главная, да, я имею в виду в плане там, дизайна, там, в плане отношения с людьми, а главное именно внутренняя часть. Вот. Поэтому в этом плане не переживаю. Но и второй момент, мне кажется, не все категории проблем, да, возможно, будет решить при помощи таких технологий. Ну или, по крайней мере, не сразу. Вот, допустим, большинство незрячих там связаны проблемы там со зрением, именно с глазами, там, у кого-то еще с какими-то частями, да. Но вот у меня, допустим, проблема с рождения поврежден зрительный нерв. То есть вот тут вот где-то между глазом и мозгом поврежден нерв, и из-за этого мне не поступает до конца сигнал. Каков для тебя этот мир, или точнее так, или, может быть, передал бы зрячим те моменты, на которые они не обращают внимания из-за того, что они слишком много смотрят на визуальную картинку и слишком мало смотрят на суть, вот на эту структуру, которая на самом деле является самой важной. Что же касается моего восприятия, ну, я когда-то прочувствовал, что абсолютно весь мир, да, живой, в том числе и Земля, и, может, даже и Вселенная. Не как, да, живое существо мы, то есть, а как развивающийся организм со своими там законами, со своей экосистемой и так далее. Если говорить про наш мир, да, то, к сожалению, в настоящее время, точнее, про технологии, то, к сожалению, в настоящее время они не являются стабильными. Всегда можно что-то не учесть. В природе же, в космосе и так далее все достаточно стабильно. Бывают, конечно, столкновения, да, но это, опять же, связано с траекторией движения тел. Это не сбой. И поэтому я думаю, что вполне возможно мы пошли не по тому пути, да, создания, совершенствования цивилизации, нежели должны были, по идее. То есть какие-то там технологии заменить на, не знаю, живые аналоги, выращивание там, искусственных живых существ и так далее. Неразумных, естественно. Ну, а может и разумных тоже. Но без него. Это была бы основа хорошая и цивилизации нашего могущества, и большего проявления нас в качестве творцов. Вначале, соответственно, небольших живых организмов, потом больших, и, может, когда-нибудь мы бы и дошли до создания планет. Как ты считаешь, чего не хватает этому миру, чтобы этот мир стал лучше? Да, во-первых, это изменение восприятия, да, людьми. В настоящее время люди думают, к сожалению, только о наживе, причем сиюминутной, без среднесрочной или долгосрочной перспективы. Во-вторых, очень много загрязненных мест, очень много производств, которые не экологичны. Когда люди осознают, что весь мир живой, они не должны воздействовать на других людей, да, агрессивно там свои, будь то свои знания там навязывать, будь то что-то еще, тогда мир, собственно, и изменится. И второй момент – это децентрализация управления. Будь то вещи, которые мне достаточно сильно нравятся, будь то консенсус или что-то иное. Вообще, кстати говоря, про вещи расскажу немножко, да, что, чем мне нравится. Я когда начал изучать, так сказать, древнюю историю альтернативную, мне очень понравилась эта система управления, и в особенности тем, что она очень, так сказать, является продолжением того, что сделано сейчас блокчейном. Вещи, принятие решений тоже идет, да, но не большинством, 100% участников должны принять решение. То есть до тех пор, пока решение не поддержали все 100% участников, оно не принимается. Вот такая вот замечательная штука. Консенсус. Что мы уже сейчас можем сделать, чтобы этот мир стал лучше? Ну, первое, это советую остановиться, просто сесть в тишине, желательно там на природе или еще где-то, и просто посидеть, ни о чем не думать, просто погрузиться в окружающий мир, а затем просто посидеть и подумать, когда надоест ни о чем не думать. Вот. А это созерцание, это
достаточно сильно открывает мир. Потому что люди сейчас несутся каждый день куда-то, торопятся, постоянно что-то делают. Это очень сильно отдаляет от окружающего мира. А второе, знакомство с альтернативной историей. Исторический опыт все равно сказывается на нашем мировосприятии, на нашем взаимоотношении. Если мы считаем, что, допустим, 10 тысяч лет назад была цивилизация более хороших людей, да, которая действовала по консенсусу, да, через вещи, а в силу определенных властных амбиций некоторых людей, да, это все изменилось, то мы будем стремиться к лучшему, понимая, что это было уже в прошлом. Значит, мы это можем вернуть. Третий пункт – это знакомство с децентрализованными технологиями, то те же блокчейны, но это все надо изучать плотно. Если изучите, поймете, что на самом деле путь идет вперед в этом плане, и когда-нибудь мы придем к тому, что люди будут принимать решения 100%. Вот я, допустим, делать буду один скрипт, одно решение на базе блокчейна, который будет использовать мультисиг аккаунты, и участники этого аккаунта должны будут принимать решения всеми 100%. Просто у меня есть некоторые знакомые, которые к этому стремятся, и, соответственно, будем с ними работать. Ты как человек, который проходит через трудности и не боится ничего, может быть, какие-то ты бы дал советы другим людям, которые только вот начинают какой-то свой путь, что чего им там не стоит бояться или на что им надо акцентировать свое внимание, потому что многие люди перестают верить в себя, и они считают, что у них там что-то не получится. Они все время выстраивают у себя в голове какие-то невидимые стены, говорят: ой, если я сейчас это буду пробовать делать, это наверняка плохо закончится, поэтому я даже не буду пробовать это делать. Может быть, ты, как человек, который умеет преодолевать трудности, можешь дать какой-то совет, лайфхак, может быть, какую-то модель поведения. Ну, помню, пытался ездить на велосипеде, у меня не получилось. Учился ориентироваться в городе, наверное, где-то года два, но в итоге преодолел. Преодолевать трудности достаточно легко, достаточно их сделать нетрудными. То есть, по сути, разбить на мелкие части. Допустим, какое-то сложное дело, да, разбиваем на части. Там, не знаю, хотите на гору, да, подняться, попытайтесь там сначала на метр подняться, потом на два и так далее. Так и во всех сферах жизни. Допустим, в том же ориентировании, да, я, конечно, с инструктором занимался, но все равно. Вначале мы ходили вокруг одной улицы, по кругу, потом расширялся ареал и так далее. Сказать. Все можно преодолеть, если есть желание, да, и достаточное количество времени. И если считаете это важным. Раз я хотел поговорить о, может быть, помощи и поддержке других незрячих детей. У них есть либо родители, либо опекуны, которые, наверное, даже не подозревают о том, что их дети могут обладать такими интересными навыками, как программирование. Как можно им помочь? Какие бы ты им советы дал? И, может быть, мы даже можем сделать что-то вроде курса для незрячих детей по программированию, чтобы ты мог подсказать, направить или где-то рассказать, поделиться своим опытом. Можно сделать такой курс. Это достаточно несложно. Достаточно установить Unigram, если говорить про компьютер. Да, я рекомендую именно на компьютере им заниматься. Ну, добавимся. Ниже видео будет ссылка на чат. И, собственно, можно будет туда вступить. И я начну заниматься с желающими. Может быть, что-то ты хочешь сказать, как, наверное, как заключительное слово? Ну, по поводу пожеланий, да, не унывайте и развивайтесь. Скажу, совершенствуйтесь, потому что развивайтесь – это более негативная форма слов. Развитие – это развить косу, там, ну, собственно, что-то разрушить, да, а совершенствование – это что-то совершать, то есть делать лучше, действовать. Вот, совершенствуйтесь и не унывайте. И еще, не погружайтесь в спор. Вот даже среди людей, которые, да, поклонники там консенсуса и всего остального, есть такая проблема, что они начинают там спорить из-за политических каких-то точек зрения и так далее. Не стоит этим заниматься. Понятно, что каждый останется при своем, не стоит из-за этого портить себе настроение, понимание, да, пытаться кого-то там переубедить или слушать тех, кто пытается вам что-то навязать. Время покажет, какой вариант лучше. Лучше просто жить счастливо, пытаться изменить мир к лучшему в силу вашего понимания. Когда-нибудь придем. Все. Спасибо тебе огромное, Денис, за эту беседу. Я надеюсь, что мы сделаем классное видео, которое поможет и другим людям совершенствоваться
и тебе как-то, может быть, поможет реализовать твои какие-то мечты и желания. Я надеюсь, что мы в итоге запустим все-таки проект помощи другим незрячим детям, и ты сможешь помочь многим людям реализоваться. Ага, благодарю, тоже было приятно пообщаться. Тоже буду рад обучать там незрячих. Возможно, даже выпущу курс по программированию. С моей точки зрения, понятно, что там, опять же, не будет визуальной части, да, но я запишу видео с экрана, ну и, собственно, покажу, как я это все делаю, расскажу, на чем основываюсь и так далее. Я очень рад, что есть такие люди, как ты, потому что ты отличный пример для многих-многих других людей. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я надеюсь, что наше общение не заканчивается. И как бы выпустим первое видео, а потом посмотрим, может, сделаем и второе, и третье, если у тебя будет желание.